Так вот, да, немножко мы прервались. Что тебе мистического, необычного удалось наблюдать в Тибете самому? Из того, что говорят вот обычно путешественники. Ну, среди, так сказать, таких тайн, которые, в общем-то, из разряда привычных нам тайн, допустим, был ли там Гитлер на Тибете или, допустим, находятся ли, так сказать, в состоянии сомати самадхи какие-то тела, там, погруженные, так сказать, в гибернацию в том же саркофаге Нанди. То есть это такие тайны, которые никогда не будут раскрыты, потому что это, скорее всего, гипотезы, а не тайны. А вот есть действительно тайны, они явно носят мистический какой-то характер, но они познаваемы. Я говорю о той трансформации сознания, которая происходит вот в регионе Мандалы Кайласа. Мандала Кайласа – это окружающие ее мегалитические образования довольно правильных форм, многие из которых, в общем-то, кажутся рукотворными. Это пирамиды, зеркала различные, лазеры каменные. И вот эта мандала, она примерно, в радиусе от самого Кайласа на расстоянии примерно 10 километров вот окружает таким кольцом. И вот в этой мандале Кайласа, человек, который находится в этой мандале Кайласа, если он пытается проводить какие-то трансформации своего сознания, общепринятые среди посвященных людей, я говорю о медитациях. Многие занимаются медитациями и, так сказать, практикуют их где угодно, хоть дома в Москве, хоть, так сказать, на поляне в Воронежской области. А вот медитации в мандале Кайласа, они приводят к каким-то феноменальным изменениям сознания. То есть я говорю о том, что я говорю об эффекте визуализации. То есть в сознании, отрешенном от, так сказать, от второй сигнальной системы, от человеческого разума, да, погруженного в такое измененное состояние, как бы реализуются вот в виде 3D-моделей, так сказать, совершенно явственно реализуются какие-то образы и даже события, происходящие с этими образами. Это могут быть и люди, и причем исторические персонажи, причем, так сказать, в довольно большом хрональном диапазоне, то есть начиная от наших современников и, так сказать, кончая не только прошлыми, так сказать, какими-то личностями и событиями, но и будущими, потенциально возможными, и не только, так сказать, представителями привычных нам каких-то, так сказать, биологических видов, но и совершенно, так сказать, уникальных, каких-то фантастических, так сказать, живых существ. И это напоминает вот всем известный фильм «Аватар». Вот я долго думал, с чем можно сравнить, вот как можно, так сказать, вот человеку, который этого никогда не испытывал и там не был, как это можно ему представить. Вот примерно так, как вот фильм «Аватар». То есть ты в этот момент, так сказать, находишься в медитационном таком расслабленном состоянии, неважно, лежишь ли ты или сидишь там в любой позе, хоть лотоса, хоть просто сидишь на камне, но ты погружен, так сказать, в медитацию, у тебя отключена полностью, так сказать, вторая сигнальная система, нет никаких мыслей, то есть в тебе есть такое понятие сияния пустоты. Вот у тебя происходит определенное такое сияние пустоты сознания. И вот тогда в это сознание появляются образы. Вот вне Тибета таких образов никогда я не испытывал, хотя я занимаюсь медитациями довольно давно, и я учился самым разным медитациям в очень разных школах. И, так сказать, и у Оша, и, так сказать, у сибирских камов, и, так сказать, не буду все перечислять. Все эти техники, они направлены на то, чтобы очистить сознание от влияния внешних каких-то, так сказать, раздражителей, внешних образов, внешних звуков и добиться, так сказать, вот именно сияния пустоты. То есть ничего нет, тебя нет.
это делается с целью гармонизации внутреннего пространства. То есть в этот момент организм, освобожденный от оков сознания, он начинает самонастраиваться. И, так сказать, происходит определенное изменение и в органике, в биосоматике человеческого тела, и в самом сознании, так сказать, как-то перенастраиваются, там, так сказать, входит какой-то биоритм с природой, так сказать, происходит какая-то синергия, и происходит оздоровление и физическое, и психическое, психологическое оздоровление, так сказать, человека. А тут совсем другой эффект. То есть тут твое сознание, ну, как бы можно сказать, что оно вроде как покидает тебя и где-то там отдельно путешествует. В прошлом, в будущем, в другом совсем мире, который где-то находится рядом. Я не знаю, как это объяснить, потому что возможен и первый вариант, и второй, и третий. То есть сознание действительно может быть вне тебя в этот момент. Но каким образом? И что такое вообще сознание? То, что сознание – это не продукт нашего головного мозга, это давно доказано еще. Академик Бехтерева об этом писала. Потому что говорить о том, что наши мысли рождаются в голове, это все равно, что говорить, что музыка, которая льется из радиоприемника, там и синтезируется. Нет, приемник просто передатчик. Вот точно так же и наш разум – это передатчик волн сознания. А где это само сознание, где это, так сказать, субстрат этот лежит? И вот что происходит в мандале Кайласа с этим сознанием, что ему позволяет освобождаться, что снимает этот блок. В Тибете есть такое понятие «серебряная нить му». Это такая, говоря нашим языком, виртуальная субстанция, которая связывает сознание с телом. Вот в момент смерти, когда человек уходит совсем, эта нить му рвется. И если она разорвалась, значит, уже все, сознание не вернется в тело. А, так сказать, вот в состоянии сомати, оно отличается от состояния самадхи. В состоянии сомати происходит просто освобождение этого сознания. Нить му не имеет физических каких-то, так сказать, параметров, не имеет длины, ширины, так сказать, она бесконечна и может, так сказать, растягиваться во времени и в пространстве, так сказать, нескончаемо в любом направлении, не прерываясь. Но когда что-то ее прерывает по какой-то, так сказать, причине, или по кармической причине, так сказать, связанной с твоей предыдущей деятельностью, или по причине того, что ты принял какие-то, так сказать, специальные психотропные средства или еще что-то такое, сознание может, так сказать, временно, так сказать, как бы отцепить эту нить от твоего сознания, как бы выдернуть вилку из розетки твоего головного мозга. То есть разрывается связь между мыслительной деятельностью человека и приемным аппаратом, то есть компьютером, биокомпьютером головного мозга. И сознание становится самостоятельным, как бы высшее эго, не земное «я», а высшее эго «я» с большой буквы. То, что называют в восточных философиях термином «личность». Вот говорят, что земное тело бренно, а вот личность, она бессмертна. И когда говорят, что человек бессмертный, подразумевает не тело, конечно, которое, так сказать, превращается в прах, а вот эта личность, которая, так сказать, совершенно свободна, и именно личность реинкарнирует потом, может быть, даже многократно. Вот это иногда в виде наказания. Знаете, как вот второгодника оставляют, если он не освоил, допустим, объем первого класса, его оставляют на второй год. Вот точно так же, если личность не смогла освоить ту цель, то командировочное предписание, которое было предписано, когда она, так сказать, была делегирована сюда, в земное плотное тело, то она может остаться на второй год. Вот это называется реинкарнация. То есть по новой трубить. И человек... часы бьют. Да, сейчас пробьют. И человек так устроен, что он не помнит своих предыдущих реинкарнаций. Почему? Потому что
Память – это продукт головного мозга, коры головного мозга. Она отмирает полностью, она не реинкарнируется, кора головного мозга, это в прах уходит. А память это делегируется, она не пропадает. Вот как, допустим, в интернете не пропадает ни одна страничка, ни одна фотография, ни одна мысль. Точно так же здесь, вот как есть понятие в интернете облако, да, вот точно такое же, так сказать, существует облако вокруг планеты, так сказать, то, что называлось термином ноосфера у Вернадского, то, что называют информационным полем планеты вот сейчас, так сказать, во многих теологических, так сказать, дискуссиях. И вот именно там это находится, эта память, это то, что называют иногда книга жизни, книга судеб. Да? Там есть персональная страничка каждого твоего воплощения. И в принципе, существуют методики, которые позволяют человеку прижизненно заглянуть вот туда, в предыдущую свою память, в память предыдущих своих воплощений, своих предыдущих реинкарнаций. И, так сказать, этим пользуются многие не только для того, чтобы узнать о себе, но и для того, чтобы узнать о других. В частности, вот, среди множества шарлатанов, которые там говорят, начинают вокзальные цыганки, что было, что будет, на чем, так сказать, успокоишься, да? Но есть люди, которые действительно могут заглянуть и сказать, что у тебя было и что у тебя будет. И где вот это все? А это как раз вот в этом, так сказать, оцифрованном каком-то пространстве на сферы планеты, где, так сказать, в определенном эгрегоре, да, это портал цифровой, и там хранятся вот эти все данные, так сказать, как бы в виде личной странички в книге судеб, именно странички о тебе. И вот когда ты находишься в мандале Кайласа, то вот, на мой взгляд, происходит, и при этом ты, так сказать, входишь в состояние измененного сознания до глубины трансового состояния, происходит как раз вот не сияние пустоты, как при обычной медитации, а происходит свободное странствие сознания. Как правило, человек не понимает этого, и поэтому это странствие носит неуправляемый характер. То есть он не может заказать, вот я хотел бы, так сказать, посмотреть вот на себя в 1842 году. Это возможно, но для этого надо обладать определенными, так сказать, вот, хрональными способностями. Это уже называется управляемая медитация. Не просто, так сказать, вот куда-то тебя забросило, как, допустим, известные всем шаманы Южной Америки, которые там предлагают выпить за небольшие деньги, которые, так сказать, укладываются в несколько тысяч долларов, рюмку аваяски, и в результате, так сказать, в голове у тебя какой-то сумбур, что-то было, где-то был, но что толком и где, и как, и почему именно там, ты не можешь себе это объяснить. Это был спонтанный заброс, какой-то хаос информационный. А вот в мандале Кайласа можно, если это неоднократно делать, а вот настойчиво идти и пытаться, да, можно овладеть вот этой методикой управляемого заброса сознания в определенный слой пространства, в определенную нить времени. И вот я не случайно 17 экспедиций, так сказать, в эту мандалу предпринял, слава богу, без особых, так сказать, приключений нить не разорвалась ни разу и вернулся живым. Вот. Но могу сказать, что, конечно, определенные успехи я вот почувствовал. То есть, в принципе, вот очень многое о себе я уже знаю. Я уже могу, допустим, не то, что вот конкретно заглянуть в предыдущие свои воплощения, в конкретные, но я могу уже посмотреть нить этих воплощений. Вот хорошо бы еще в каждое поглубже окунуться.
Но это уже высший пилотаж, который, так сказать, вот пока еще как-то, так сказать, не освоен. Именно поэтому есть такой термин «зов Кайласа». Под ним подразумевают вот определенную какую-то тягу. Вот человек, который хоть раз там побывал, даже если это закончилось для него полным разочарованием, в смысле, да, я прошел вокруг горы, и что, и ничего. Понимаете, спортсмен прошел вокруг горы. Ты можешь пройти вокруг церкви, тоже ничего. Если ты идешь вокруг церкви крестным ходом, то определенные, так сказать, процессы у тебя происходят и в сознании, и в голове, и даже, так сказать, в биологическом теле в твоем. Есть две большие разницы. Так же, как ты можешь обойти МГУ, так сказать, по кругу, и ничего не произойдет. А можешь, так сказать, посидеть на нескольких лекциях внутри. Уже будет какой-то прок. Вот точно так же и здесь. К Кайласу не идут за тем, чтобы, так сказать, поставить галочку в биографии. Я там был, я прошел, и ничего там не было. Или, так сказать, я там видел что-то такое. В общем, начитавшись, так сказать, говорит, а я тоже это видел, и, так сказать, как определенная популярность. Но, понимаете, кто вот этим занимается серьезно, то ему вот эти внешние все эффекты неинтересны. Вот этот зов Кайласа зовет его туда совсем не потому, а потому что ты там начинаешь чувствовать какие-то другие возможности. Те возможности, которые в обычной жизни, так сказать, нельзя ощутить, нельзя ими воспользоваться. Ты начинаешь понимать, что человеческая психика способна на очень многое, и все эти способности ее на 95% не изучены и не исследованы. Потому что вы же понимаете, что я говорю именно о психике. То есть не я путешествую где-то там, а мое сознание, мое какое-то психическое высшее эго заглядывает туда, так сказать, в эту книгу судеб. И вот этот зов, чем больше ты узнаешь, тем тебе больше хочется. Вот ты узнал, что это такое, теперь хочется еще. То есть ты, сравнение это, конечно, некорректное, но ты как наркоман, ты подсаживаешься вот на этот зов. То есть ты уже без этого не можешь. Тебе хочется узнать больше и о себе, и об этом мире. Потому что ты же не только можешь заглянуть в свою судьбу, но ты можешь, так сказать, очень многие вещи, очень многие исторические процессы пронаблюдать уже не со стороны, а будучи виртуальным участником этих событий. Вот зачем, собственно, и люди едут туда. Немножко про немцев хотел у тебя спросить. Потому что, на самом деле, насколько я понимаю, во все века все правители стремились в Тибет не только за какими-то духовными знаниями, но за вполне конкретными артефактами. Потому что много легенд и о Шамбале, которые якобы там находятся. Хотя Шамбал на самом деле помещают в совершенно разные места, но это отдельный вопрос. Но почему-то упорно последние столетия, может, тысячелетия, бытует миф, что именно Тибет, именно Кайлас является форпостом, хранилищем знаний каких-то прошлых цивилизаций. Вот немножко об этом, насколько это мифологично или реально, и чуточку про немцев, но и я уточню. Может ли действительно Тибет являться, вот знаешь, как такой библиотекой? Вот ребятам сказали, вот вы будете хранителями, вот вы, монахи, должны делать то-то, вы должны делать это, и в определенный момент вы должны отдать этим. Ну, я условно говорю. Значит, если объем всех знаний, которые, так сказать, вот сейчас достигнуты человечеством за весь период его существования, перенести на диски, и эти диски сложить один на один, то они дотянутся до Луны. Вот подсчитано вот такая, так сказать, такой объем, такая сумма знаний. Но представьте себе, что это ничто по сравнению с теми знаниями, которые, так сказать, вообще существуют. Потому что существует это, я сказал, о предметных, местных, как бы, так сказать, знаний человека. А кроме этого существует знание Бога, существует знание природы, существует знание планеты.
Это все тоже думающие существа, это все живые сущности. Это так называемые сакральные знания, то есть высшие знания, потому что человеческие знания, они каждые 100 лет почти на 99% меняются. Заново, так сказать, и физические константы, и, так сказать, ну, в общем, весь объем по всем профилям, так сказать, человек по мере того, как он овладевает знаниями, следующая ступень отрицает предыдущий уровень знаний. Почему такой большой архив? Потому что большинство знаний, которые там существуют, они уже архаичные, они уже никого не интересуют, просто так сказать, для летописцев. А существуют, так сказать, знания сакральные. Вот, когда говорят о том, что вот в Тибете можно прикоснуться к каким-то, так сказать, знаниям, то и подразумеваются именно эти высшие знания. Хотя наши предметные знания тоже есть. Вот, к примеру, мало кто знает, что известный монастырь Гьяндрак, ну, известный тем, кто бывал в Мандале Кайласа, он имеет две, так сказать, части: надземная, состоящая из нескольких храмов, храмовых помещений, где ведутся службы, монашеская жизнь протекает, и подземная, где находится так называемая библиотека знаний, где находятся рукописные, так сказать, манускрипты, и перевезенные из Индии, там сидят переписчики, переписывают, и, так сказать, местные тибетские фолианты, созданные там и Падмасабхавой, Миларепой, и, в общем, ну, множество вот таких вот, так сказать, местных манускриптов. Но высших каких-то знаний, которых мы называем сакральными, на самом Кайласе или где-то в монастырях его мандалы нет. Что же имеют в виду, когда говорят, что да, вот около Кайласа можно каким-то образом прикоснуться к высшим знаниям? А имеют в виду тот портал, который создается, вот, так сказать, в мандале Кайласа, непосредственно вот, от его 4 стены. Если вот вы посмотрите на фотографии, допустим, нашей отечественной радиолокационной станции наблюдения Воронеж, типа Воронеж. Вот она, так сказать, Кайлас 1 к 1. Стена Кайласа. Это фазированная решетка. А тут 4 фазированных решетки у Кайласа. 4 стены плоские совершенно. Вот в метафизическом плане это фазированные решетки, которые позволяют излучать какую-то энергоинформацию и принимать какую-то энергоинформацию. То есть образуется такой, так сказать, восходящий, нисходящий поток движения вот этих встречных, так сказать, волн информации. И вот, когда говорят о том, что можно прикоснуться к сакральным знаниям в Тибете, подле Кайласа, говорят о том, что можно влить свое сознание вот в этот поток. И тем самым, так сказать, вот вместе с этим потоком войти в информационное поле планеты и вот, так сказать, соприкоснуться там, так сказать, в определенный эгрегор, тот, который, так сказать, тебя интересует, и получить эти знания там. Потому что, ну вот, к примеру, вы же понимаете, что вот те мелодии, которые, так сказать, сочинены у нас, допустим, на планете, те тексты, те законы, которые открыты учеными, те тексты, что написаны, так сказать, поэтами и писателями, они ведь, по большому счету, существовали всегда. Что сюжеты почти всех книг, они ведь, в принципе, стандартные. Меняются герои, они носят другую одежду в соответствии, так сказать, с новым временем. Они говорят другим немножко языком, но сюжеты все те же самые. Если любовь, то, как правило, Ромео и Джульетта. Если это, так сказать, детектив, то это, так сказать, вон, откройте Кейси Эдгара По, так сказать, этого самого, и Конан Дойля. И все это одни и те же сюжеты. То есть назвать это плагиатом нельзя, потому что и старые авторы всего творчества, и новые авторы, они не друг у друга списывают. Они списывают оттуда, то есть оттуда приходит, говорят, муза пришла. Что такое муза пришла? Это пришла информация сверху, откуда-то вот человек сидел, и вдруг его осенило. Как это его осенило? Чем это его осенило?
а осенило информационным файлом, который пришел из информационного поля планеты. И, как правило, это или во время сна, когда, так сказать, блокируется вот эта связь между сознанием и мозгом, и сознание начинает чувствовать себя более свободно, или во время глубокой медитации, когда примерно то же самое происходит. Вот в этот момент и осеняет, озарение внезапное какое-то, да? Интуиция даже тоже из этой же оперы. То есть около Кайласа нет хранилища знаний. Кайлас, как метафизический инструмент, дает доступ к планетарному хранилищу знаний, к ноосфере. Так ее называл Вернадский, но мы ее называем информационное поле планеты.